Не могу забыть манипулятора. Это любовь? Сегодня будем рассматривать перспективы твоей любви и выяснять, есть ли она. Или, быть может, это нечто другое, что ты пытаешься назвать любовью. Начну сдалека. А что такое вообще любовь? Если спросить, какой лимон кислый, какой арбуз сладкий, какая нежность приятная, какая боль неприятная, какая любовь, интересные мы люди, все хотим любви, но не можем ответить сразу, что это. В толковом словаре написано: любовь – чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии. Любовь рассматривается также как философская категория в виде субъективного отношения интимного избирательного чувства, направленного на предмет любви. Но чаще используется формулировка «глубокая психоэмоциональная привязанность к объекту». Для меня, как исследователя и писателя, более интересна часть формулировки «глубокая привязанность», вернее, что ее вызывает. Может ли человек, который причиняет эмоциональную боль, а именно постоянно делает то, что хочет, опаздывает на встречу, не уважает твое мнение, держит в состоянии напряжения и неопределенности, исчезает на несколько дней и многое другое, то есть подавляет всеми способами вызвать чувство симпатии? Скорее всего, ты ответишь: вообще-то не должен, но вызывает. Поэтому любовь. Как в анекдоте: мышка плакала, но продолжала есть кактус. Когда-то человек думал, что земля плоская и стоит на 3 китах, а огоньки в ночном небе – это души умерших, передают привет. Все изменилось с тех пор. Мы знаем, что земля круглая, а на небе светятся звезды. Мы можем оказаться в любой точке планеты в течение суток. Мы знаем химию, физику и даже изучили нейтрино. Мы создали интернет и многое другое, но до сих пор путаемся в понимании таких важных вещей, как любовь. Может быть, настало время увидеть для себя кое-что под другим углом? Может быть, настало время перестать думать, что Земля плоская, и называть любовью то, что любовью не является? Иллюзия понимания любви. Когда я его увидела, меня ударило током. Когда он посмотрел на меня, по спине побежали мурашки. Это была химия. У меня перехватило дыхание, меня накрыла эйфория. Я не могла сказать и слова. Это цитаты жителей реальности под названием «Отношения с манипулятором». Манипуляторы разные, а начало у всех одинаковое. Уверена, что каждый вспомнил похожее пограничное состояние и тут же содрогнулся от воспоминания о финале. В моей жизни такое начало проживалось 2 раза и, конечно же, закончилось плачевно. Симптомы влюбленности: усиленное или учащенное сердцебиение. Как ты говоришь, сердце остановилось, замерло, сбой дыхания. Повышенное выделение пота, особенно в области ладоней и подмышек. Нарушение речи. Ты не можешь произнести и слова, а если начинаешь говорить, то несешь околесицу. Затуманенное зрение. Мир тебе кажется расплывчатым. Провалы в памяти. Я сейчас не о последствиях алкоголя. Тебе сложно вспомнить подробности разговора с объектом чувств. А если спросить, какой был интерьер или сколько людей в ресторане, где вы встречались, ты этого вообще не вспомнишь. Мигрень и боль в области груди присутствуют после встречи и состояние тремора. Затруднения при выполнении обычной работы. Все мысли исключительно об объекте. Нарушение сна, повышение температуры или рвота. Потеря веса – один из положительных признаков. Не понимая, какая опасность стоит за этим. Не кажется ли тебе странным, что у нас одинаковая реакция организма на первое общение с будущим источником наших страданий, независимо от возраста и объекта? И главное, эта одинаковая реакция в итоге часто приводит к негативному опыту. При этом мы считаем эту реакцию влюбленностью, которую потом заменяем на слово «любовь». Кроме того, мы ее ищем и громогласно утверждаем: «Не могу без химии». А если предположить, что то, что ты испытываешь во время знакомства с источником твоих будущих проблем, на самом деле несколько иные процессы, которые ты ошибочно называешь любовью? На дворе 21 век. Человек изучил многие реакции, происходящие в нашем теле. А что мы знаем об этом? Ты удивишься, но все эти симптомы влюбленности являются показателями выброса адреналина в кровь. Адреналин – гормон стресса. Он вырабатывается клетками мозгового вещества надпочечников
и участвует в реализации реакций типа «бей или беги». Его секреция резко повышается при стрессовых состояниях, пограничных ситуациях, ощущении опасности, при тревоге, страхе, при травмах, ожогах, шоковых состояниях. Таким образом, выброс адреналина – это реакция нашего тела на опасность, работа нашего инстинкта самосохранения. Странная реакция организма на нашего будущего прекрасного принца, не находите? Получается, когда на нас нападают, выброс адреналина, и когда мы видим манипулятора, происходит то же самое. Но ведь никакой внешней опасности нет, перед нами всего лишь мужчина или женщина. Поэтому что делает организм? Он начинает гасить выброс адреналина с помощью эндорфина. И этот перепад гормонов вводит нас в состояние, известное как эйфория любви. Встречи с объектом нашей любви на первых этапах краткие, и, соответственно, стресс для нас меньше. Но по мере развития отношений этот гормональный сбой усиливается и включаются другие химические реакции. Нам нравится эффект, получаемый от эндорфина, но на самом деле он происходит из-за выброса адреналина. Получается, что наш организм сигнализирует нам об опасности, а мы думаем, что это и есть чувство любви. И делаем так, потому что нас всю жизнь учили называть любовью то, что на самом деле является предупреждением об опасности. Почему мы вообще решили, что это любовь? Откуда мы об этом знаем? Нас этому научили. Кто? Книги и фильмы, а еще рассказы наших знакомых. Вот такая она, иллюзия любви. Закрой глаза и представь, какой могла бы быть твоя жизнь, если бы при первых признаках ты бежала от этого мучителя, понимая, что ты в опасности. Поэтому первое, что важно и нужно понять, что те чувства, которые вызывают у тебя техники манипуляции, никакого отношения к любви не имеют. Это адреналиновая зависимость. Негативные эмоции усиливают выброс адреналина. И теперь совершенно понятно, почему после пережитого в тебе просыпается глубокое чувство любви, которое на самом деле является адреналиновой псевдолюбовью. Уверена, что присутствует легкое разочарование. Ты думала, что это любовь вселенских масштабов, а оказалось всего лишь выброс адреналина. И чем сильнее выброс, тем сильнее вселенская любовь. Почему? Потому что на сильный выброс организм вынужден реагировать большим выбросом эндорфина. Теперь представь, что происходит, когда это делают с тобой постоянно и систематически. Естественно, со временем ты начинаешь нуждаться в этом выбросе эндорфина, превращаясь в адреналинового наркомана, а объект – источник твоих страданий, становится тем самым шприцом, в котором доза, ради которой ты готова на все. Есть ты, есть наркотик, адреналин, есть шприц – это манипулятор. Поэтому ты ошибочно полагаешь, что только этот шприц способен доставить тебе удовольствие. Смотри более подробное видео на эту тему в ссылке профиля. А также подписывайся на канал и ставь лайки. Благодарю.